Так поворачиваюсь, и мама стоит, смотрит на меня, а я на нее с головой. Ты чё? Ну вот ты приехал на турик, чтобы выявлять, кто сильно нравится. А так-то можно. Инстасамочку. Ну что ж, всем привет, это Virtus.pro и Карина Кари. Мы находимся в Копенгагене, и вы смотрите первый влог с первого мейджора 23 года. Сегодня нас ждет длинный день, мы все безумно устали. Ребята вчера опоздали на самолет, потеряли багаж. Меня просто не пустили на самолет, история просто вообще для отдельной книги. Сейчас мы соберемся, поедем на медиадень, ребята будут фотографироваться, сниматься в разных интерактивных играх. Дальше мы вернемся в наш отель, в практис, и будем играть в скримы. Че, приехали, добрались мы до отеля, но, как обычно, не без проблем. У нас задержался самолет, мы пропустили нашу пересадку, из-за этого пришлось брать другие билеты, там с этим тоже были проблемы. Вот. А так, в целом, долетели, 35 часов примерно добирались, долго, все очень устали, но главное добрались, остальное уже главное, будет. чтобы багаж доехал, и все будет вообще отлично. А что с багажом? Из-за того, что мы пересадку свою пропустили, он, получается, уехал в Брюссель, а мы не уехали. Он уехал в Брюссель, мы не уехали, его там где-то, видимо, выкинули. Подумали, что нет людей с этим багажом, значит, багаж не нужен, там скинули ему. Багаж наш до Копенгагена не доехал. Как впечатление студии? У них всегда бомбезные студии. Сейчас будем играть в игру, надо будет угадать, где, какие комнаты. Там будет приближаться так, а потом отдаляться максимально. Кто быстрее угадает, тот выиграл. А потом будем на физуху жестко, на реакцию. Что-то там 15 секунд одна команда, 15 секунд другая. Давай сыграем. Главное выиграть в Rainbow Six. Тут вообще не важно. Это так, чисто Похихикать. Тактика? Я думаю, надо реакцию проверять. Ну, я не знаю, смогу ли до нижней, очень устал после перелета. Данила, сказали, ногами можно. Ногами можно? Ногами. У меня ноги не двигаются. Ну, на самом деле, у них были шансы, но они тоже затроллили. Ну, Токи затроллил больше, потому что он сказал, я уже играл, сейчас я покажу, как надо, и в итоге вообще позорище. Копенгаген? Класс. Отлично было. Он всегда в наушниках ходит, и поэтому он глухой. Он стал глухой. Он постоянно говорит, Я все слышу. Ты ему что-то говоришь? А? Что? Прикольно, но лазеры нормально так флешат, когда ты случайно в их область попадаешь, тебя прям нормально так ослепляет. Вот так. Джойстик, как тебе сказали, посмотри, типа, вниз, я подумал, я скажу, посмотри наверху, попался. Я помню, что я только сидел, типа, играл, все уехали, и я сижу, что-то там просто начинаю орать, там матом на весь дом, так поворачиваюсь, и мама стоит, смотрит на меня, а я начинаю говорить, да это из наушников, это не я, это в наушниках разговаривают так. Не, я помню, мы с корешем в Mortal Kombat жестко и, короче, ну что-то там выпало дефолтное, и просто батя залетел с ноги, все выдернул, говорит, ты чё? Просто, ну, короче, очень больно мне было. Я еще помню, тоже играл малой и играл со старшими типами, которым там, лет 30 было. И я просто тоже там что-то, я вообще маленький. И как с родителей стороны смотрится, они подходят, и там просто какой-то лютый бас в наушниках, какие-то мужики с ребенком играют в игры. Они такие, ты с кем играешь? Я такой, да там ребята, крутые, 30 плюс, Сетап, классический сетап, как и на всех турнирах был. Ничего этого, все помогают, если что, подсказывают. Монитор, предатор. Видюха тут вроде 3070 стоит. Ну, вот у Пашка сколько FPS сейчас конкретно? Ну, 300 вон. Дома, конечно, получше, но, в принципе, в играбельном. Мы сейчас жестко съездили, настроили компьютер, настроили оперативников, там себе сетапчики настроили видео, настройки, аудио, все сделали, протестили, работают ли у нас наушники, микрофоны и так далее, и так далее. Все сделали, чтобы в следующий раз, когда мы сели за комп, он сделал вот такое движение, вот так, SSD-шник вставил, все заработало, и мы сели играть. Все. Есть контакт? Приветики.
Как дела? Это что, мой друг, и он из Копенгагена. Привет, друг из Копенгагена. Никита. Очень приятно. Здорово. Как вы вообще, живы? Так, да. Нормально отдыхаем, живем. Говорят, щетки вам купили с трусами, а трусы не того размера. Они просто парашюты. Это тебе, да, не подошли? Не, они подошли, но они просто вот как шорты вот посюда. Так. Тильт. Да нет, никакого тильта. Full фокус. Вот башку можно. Все. Вот это наклеечка. Вчера можно было на лоб это просто. Не надо. Эту наклеечку мы приклеим с Шепарду, конечно же. Так Ну, типа да. охуенно Ну, типа получается да. у нас. Ну, для прав. Через сколько вы сейчас тренить будете? У нас сейчас все тренировки отменились. Мы должны были тренироваться с G2. Они сказали, что у них накладка какая-то, они отменили. Видимо, сейчас будем просто в ранке. Завтра мы играем с Непами, по-моему, то ли в 9, то ли в 10 часов. Вечерняя игра будет, поэтому днем мы какую-то тренировку сыграем, часа в 3-4 дня. Вообще в целом проснемся, взбодримся, да и все, в принципе. А что думаешь насчет соперников? Соперники, что я могу сказать, хорошая команда из Бразилии, которую не стоит недооценивать. Плюс играем BO1. В целом BO1 мне не особо заходит такой формат, но из-за этого можно вывести на свою какую-то хорошую карту, потому что вы баните до одной карты, когда останется одна карта. Поэтому в целом нам ничего не мешает, мы в себе уверены. Просто надо сейчас почувствовать, так сказать, вот эту атмосферу лана, да и все. Все, я теперь диспетчер, колл-центр, Ростелеком. Моя работа. О, ну-ка. Там базовый трек инстасамочки играет. Я слышу. Это он вам во влогах, в фан-форматах рассказывает, что он слушает бразильскую музыку. Так это перед матчами, чтобы настроиться. А так-то можно. И инстасамочку послушать, конечно. Мне кажется, у Virtus.pro инстасамка просто как его, инфлюенсер. Топ-1 по прослушиванию? Да. Настрой. Все спокойны, все готовы. Надо немножко войти в темп плана. Ну, потому что НИПы играли, получается, первую фазу. Они уже сыграли, по-моему, 3 или 4 игры на лане. Плюс уже достаточно давно здесь находятся, привыкшие. И я думаю, им это сейчас плюс. Нам надо как можно быстрее вспомнить, каково играть лан. Потому что мы год, получается, не играли на ланах. А в Бразилии на ланах лига проходит. То есть у них лан опыта в данный момент намного больше, чем у нас. Днем легче всего играть, потому что утром тебе надо рано вставать, ты можешь не выспаться, а вечером ты сидишь весь день в ожидании. Плюс, когда вот сейчас будет формат, получается, типа 1-0 там, с 1-0, 0-1 с 0-1, и ты будешь поздно, получается, узнавать соперника своего. И, допустим, ты днем, когда сидишь, ты плюс-минус видишь, кто выигрывает, и можешь рассчитывать, с кем ты будешь играть. А так как у нас последняя игра, мы, получается, в последний момент просто узнаем, с кем будем играть, с 1-0 или с 0-1. Поддержите нас, смотрите игры. Мы постараемся не разочаровать. Короче, у нас ситуация. Мы должны были играть в, по-моему, 7-8, правильно? Но мы и должны играть в это время. По сути, первые 3 игры были быстрые. Они прошли очень быстро. Но это не отменяет того факта, что сейчас может быть 3 игры 8-7, которые будут длиться по часу, и мы будем 3 часа просто сидеть на диване, просто вот такие. Уже будем как кисели, и нам скажут: ребят, вперед, идите, играйте. В общем, мы должны были играть в 10, сейчас время там без 5, и нас вызывают, чтобы мы срочно спускались и ехали в павильоны. А кто у вас заводила? Такой, Сейчас Пашок. как ты обычно заводишься? Я просто ору. Он просто всегда. передает свой вайб. Команда ритуал какой-то есть, типа ручки там, либо так собраться в круг. Не, так мы вообще не делаем. Все русские команды так не делают. Ну, впадло, не знаю. Мы только Не самые наш крутые вайб. моменты можем собраться в кружок. Пока все работает, мы Да, ничего не меняем. да, мы просто сели, играем. После игры выиграли, пятюнки отбили, проиграли. Если прям full в тильте, можно даже пятюнки не отбивать. Если проиграли как команда, пятюнки отобьем. А робота взял? Роботу взял. Переживаешь? Нет, Как настрой? отлично. Сейчас еще повармапимся перед игрой. Будет все гуччи. Меня команда бьет, а я дерусь с ними в ответ. И у нас бойцовский клуб. И кого Ну, ты? как мы можем видеть, ни на ком из нас нет ран, значит он херово дерется. То есть ты Тайлер Дерден.
Тайлер Дёрден, Сигма. Я ему сказал, мышку, если что мне купишь, я тебе дам деньги. Он говорит, я тебе свою отдам. И все. А хотели бы, чтобы было больше раундов? Какая? Больше раундов? Овертаймы бесконечные. Ну вот в BO1 как минимум бесконечный овертайм хотелось бы, потому что есть карты, которые... Не в BO1, это надо везде вводить. Вот у них рекорд в Радуге сейчас по доп. Раунду. Вот Они мы играли в в гранд-финале, у нас 2019. в гранд-финале были бесконечные овертаймы, мы сыграли карту 12-10. Проиграли ее, но все Это равно, рекорд сейчас. я считаю, что это необходимо. Не знаю, мне кажется, очень тяжело будет в бесконечном овертайме, но это правильно. Какая разница, тяжело, не тяжело, ты приехал на турик, чтобы выявлять, кто сильнее. Сейчас еще баг в игре есть такой, то, что у тебя Дрон не двигается. в начале раунда за атаку у тебя просто дрон не двигается. Называется дрон баг. У тебя просто дрон не двигается. Все, пишешь рехост в чат, что Там главное У нас так написать было, и репост. мы ничего не сделали и выиграли этот раунд, по-моему. Было такое. А было тогда, когда... Потому что иногда лучше не терять, так сказать, момент. Если у тебя пофиг на дрона, лучше не терять момент. Было, когда я еще пошел орал, блин, парни, хочу в туалет очень сильно. Может, паузу нажмем. И потом у него И мы ему сразу же... говорим, нет, только не паузу. И Паузу сразу сейчас же- нельзя тратить. Сразу же начинается раунд, и у него дрон баком. Блин, парни, все, я в туалет, пишите репост, и убежал. Все, мы буквально минут через 5 сейчас выдвигаемся, чистят кабинки, убирают. И мы будем заходить готовиться. Хотели мы поснимать качественный контент, но будем смотреть на ребят только через уже телевизор. Закрыть тяжело было. Столько эмоций, Расскажи свой, Паш. и поначалу Закрыть всё тяжело было уверенно, очень. спокойно, Так, потом, когда матчпоинта. закинули, немножко... 3 матчпоинта, но Но, надо будет защитку слава потом богу, подразобрать, просто и все будет проходил. грамотно. Как тебе коврик? Коврик? Да. Ну, после стеклянного очень медленный. Хороший ковер, но мне просто тяжело, потому что у меня очень маленькая сенса в данный момент. И на стеклянном ковре это легче, естественно, потому что он очень скоростной, а этот он контрол. То есть больше для плавности движения. И мне тяжело в некоторых моментах либо законтролить отдачу, либо фликнуть, потому что очень медленно. Блин, вообще, несмотря на то, что у вас все теряется, коврики забываются, футболок, джерси нет, вы все равно, блин, побеждаете. Я убил Хибану и Эйса. Я думаю, а кто у них на ковре плентит? Аша, что ли? И я подумал, что я выбил где-то плент, они побежали меня пушить. Погнали. Чувствуется, как будто больше эмоций получил от этой игры в этом плане. А мы вот как-то выиграли, и ну, круто, что выиграли, но не было прям что-то вау, супер. Ну, потому что еще много предстоит выиграть. Да, Чтобы это пройти. так. Начало, так скажем. Так что да, я, конечно, безусловно, я рад. Хорошо сыграли, хорошую игру показали. Мы вели 6-1, и нам надо было 4 матчпоинта, чтобы закрыть, правильно? Мы 3 матчпоинта, 4 закрыли, да? Почему 3? 2. Ну 6-4 игра, ой, 7-4 закончилась, да? Просто они пилят, делают после этого распила. Да, блядь. они- в одну они- дверь ворвутся. Они, еще, они, блядь. они все равно, типа, до мота могут дойти. блядь. Один раз ворвались. А я смоук на кэше кинул за каким-то хуем в дверь, и просто через микросекунду чел плентит в распиле просто. Я бы спокойно сбивал. Он не в распиле ставил. ставил. На Я, Леонгитсе ставил. я На поле? смотрел, А, на Леонгитсе. я смотрел с джойстика, звук плента был справа. Он или на Леонгитсе был, Он на Леонгитсе или был. пробежал дронхол. Нет, Рухол точно нет, потому что Значит, я зашел с значит, ротейта, он значит, на меня Леонгитсе. справа выходил Значит, из Леонгитсе. зеленого. Они там оба, значит, забежали. Дэн вообще самый общительный, со всеми общается. Любого найдет, с кем поболтать. Я говорю, ты самый общительный в команде. Да. Просто это мои друзья, много друзей моих. Потому что это вот этот тренер, он раньше был в Team One во время Мексики, мы с ним джерси менялись. Они тогда выиграли против нас в финале. И мы с того турнира с ним хорошо общаемся. Я думаю, так, ну все, мы сейчас типа, никто не затроллит, там башок дал типа энтри, думаю, сейчас встанем, они пойдут тройку, у них там это, мы все законтролим. И я слышу ебучую канделлу, как она раскрывается, думаю, все, как сбивать. Я просто вышел в смог, я вышел в смог, просто в смог вот так 2 импакта кинул, так, потом Шепард сбил, я ушел в тоннель, и потом, когда начал ставить, я вышел, умер и услышал, где он ставит, и сказал жестко, что в дефолте. Первый раунд подвал. Стою, смотрю, тоннель 30 минут. Отворачиваюсь, думаю, все, не придет. Возвращаюсь, он уже по центру тоннеля, я не услышал. Думаю, все, next раунды все до последней секунды стоят. И никто не ходил. Ни разу. Вообще даже не открывали стену. Все чемоданы теперь есть? Да, Ура! у нас есть вещи. Приехали чемоданы, выиграли. У всех теперь есть коврики. Комментарий спрашивают в канале Virtus.pro, что пошло не так в обороне. Ну, выиграли уверенно подвал, потом было 2 сайта, которые сложнее, чем подвал.
На одном мы сами виноваты, на втором тоже сами виноваты. На втором тоже сами виноваты. Потом на третьем тоже сами виноваты. И потом мы собрались, но они сделали другую атаку, которую мы не ожидали. Но с Божьей помощью сбили 2 раза плант. Пасхалка, короче, была то, что Пашок поставил Always в игре ник Demon Sex. Вот, я написал твит. Что-то там типа играли, я сосал, но тиммейты засейвили нормально. И хэштег Always Demon. Пасхалка типа. Demon Sex. Я вообще ни разу не видела плохого про вас. Нет, один есть. Один самые есть. Человек, который написал, что у меня заплыли щеки и глаз не видно. Вот так вот. Ты ему ответил? Я ему написал, типа, я ему скинул, типа, этот, плачущий смайлик. Я на диете, вот из-за тебя, думай теперь, что я из-за тебя, вот тот человек, который увидит это видео, я вот из-за твоего комментария теперь не ем вообще. Я умру с голоду. 5 minutes later. Фабиан проиграл свой стрик против американцев. Куча маленьких. 17 карт. 17 карт он выиграл за всю карьеру. Или Боутри вообще тоже. 0 проиграл. Ну, 17 игр против американцев. То есть, включая Боутри. Вот он тренер, Фабиан. Да. За всю свою карьеру, ну он раньше был игроком, 17 побед против американской команды у него Вместе с тренерской, да, с тренерской, вместе с игровой. И 0 поражений, вот он первую игру сегодня, получается, проиграл. Разбей кнопку лайка так же, как Слэдж разбивает стены.